Если вы думаете, что знаете историю индейской принцессы Покахонтас благодаря милому мультфильму компании Disney, приготовьтесь к сюрпризам, потому что ее жизнь оказалась куда драматичнее любой сказки. Эта история, вероятно, разрушит ваши детские иллюзии и, возможно, подарит вам немного исторических открытий. В мае 1607 года 3 британских корабля пристают к берегу на территории современного штата Виргиния. Они прибыли, чтобы основать первую постоянную английскую колонию в Новом Свете. 104 поселенца, все мужчины, первые женщины прибудут сюда только спустя год, получили деньги от лондонских инвесторов и с разрешения короля Якова I приплыли на поиски золота и водного пути в Тихий океан. Они надеются поймать удачу за хвост и сколотить состояние. Ведь всем известно, что испанцы уже больше 100 лет галеонами возят из Америки золото и серебро. Англичане надеются, что в Северной Америке богатств не меньше, чем в Центральной и Южной. Просто испанцы их пока не нашли. Вообще, к началу 17 века каждая уважающая себя европейская держава стремилась стать империей, обрасти колониями. Все делали это. Испанцы, французы, португальцы. У англичан буквально развивался FOMO – Fear of Missing Out – страх упустить свой шанс, опоздать к разделу этой недавно открытой части мирового пирога – Нового Света. Английское правительство, правда, не спешит помогать колонистам материально. Им выдают королевские хартии на освоение новых земель для короны, однако средства государственной казны на это не выделяются. В свое время сам Колумб просил у британского монарха денег на свое путешествие, а Генрих VII ему отказал. В результате в профите оказались испанские Фердинанд и Изабелла. В случае с Северной Америкой происходит похожая ситуация. Яков I вроде и не против, чтобы его подданные искали золото в новых землях и охотно раздает на это хартии. Но вот деньги смельчакам приходится искать самостоятельно, вкладываться самим или привлекать инвесторов. Из таких вот инвесторов и была образована Виргинская компания, пославшая 3 корабля в Новый Свет. Приплыв в Америку, колонисты начинают строительство форта на незаселенном индейцами полуострове, примерно в 65 километрах от устья реки Джеймс. Реку так назвали в честь санкционировавшего их предприятия короля. Поселение же, в честь того же короля, сначала получило имя Джеймс-Форт, а позже было переименовано в Джеймстаун. От туземцев англичане получали смешанные сигналы. Некоторые индейские племена, жившие на реке Джеймс, встретили их с интересом и охотно соглашались торговать, обменивая продовольствие на изделия из железа и меди. Но некоторые оказались настроены враждебно, потому что на них до этого уже нападали испанцы, и потому все европейцы по умолчанию считались источником опасности. Всего через месяц после высадки на берег на новое поселение нападают. 2 колонистов погибают, а 11 получают ранения. Это нападение становится лишь первым признаком того, что жизнь в Джеймстауне может не оправдать ожидания англичан. Индейцы не случайно не селились в этой местности. Очень скоро оказалось, что здесь настоящий рассадник комаров, переносящих малярию и желтую лихорадку. А на болотистых землях, омываемых солоноватой из-за близости Чесапикского залива водой, толком ничего не растет. Больше того, такая приливная вода была непригодной для питья, что стало очевидно не сразу. Так что внезапно колонистам пришлось противостоять не только индейцам, но и болезням и голоду. Добыча пропитания всегда была самой трудной задачей для поддержания жизни в любой колонии. Именно из-за голода большинство европейских поселений в Америке терпели крах в течение первых 12 месяцев. А прибывшие в Виргинию колонисты вместо земледелия, охоты и рыбалки все первое лето занимаются поисками мифического золота, которого, сюрприз, в Виргинии никогда не было. С наступлением зимы проблема обостряется.
Корабль из Англии с запасами еды и новыми поселенцами, которые ждали в ноябре, не пришел. И к декабрю 1607 года из первых 104 поселенцев в живых остаются только 38. Для индейцев пришельцы почти не представляют угрозы. Они вообще поначалу решили, что англичане приплыли к ним в поисках еды. Настолько неспособными к ее добыче они казались, хотя явно были вечно голодны. Так что логично было предположить, что там, откуда они приплыли, все было еще хуже. Во главе Джеймстауна к этому времени оказался бывший наемник по имени Джон Смит. Он не был капитаном корабля, который привез англичан в Виргинию. Капитан – это как бы его военное, армейское звание. Осиротев в подростковом возрасте, Смит поступил в ученики к купцу, но вскоре бросил учебу, чтобы стать наемником в Голландии. Сражался там с испанцами, а затем оказался в австрийской армии, которая воевала с турками-османами. Попал в плен, откуда бежал, и в конце концов вернулся в Англию. Такой опыт военных действий и заморских похождений помог ему получить место в Совете Виргинской компании и в итоге отправиться в Америку. Судя по тому, что известно о характере Смита, он был довольно самоуверенным и хвастливым типом, имел проблемы с субординацией и признанием авторитетов. Смит даже в Америку прибыл в кандалах в результате конфликта, вспыхнувшего на борту. Его обвиняли в мятеже и должны были бы повесить. Но по прибытии в Америку были вскрыты приказы Виргинской компании, в которых он назначался в члены Совета новой колонии. И это помогло ему оказаться на свободе. Именно Джон Смит и его поиски источников пропитания привели англичан ко встрече с Покахонтас. Индейский народ алганкинов жил на этой земле уже тысячи лет. Европейцы высадились на землях довольно большой и сильной конфедерации из 30 индейских племен, общей численностью примерно 15 тысяч человек. Во главе этой конфедерации стоял верховный вождь Вахунсенека, или вождь Паухатан, как его стали называть англичане по названию всей конфедерации. Паухатан был отцом нашей героини, и, будучи дочерью индейского вождя, Покахонтас вошла в историю как индейская принцесса. Популярная культура традиционно представляет ее как взрослую женщину, но в 1607 году Покахонтас была девочкой 9 или 10 лет. Ее настоящее имя было Матоока, цветок между двух ручьев. Прозвище Покахонтас, озорница или непоседа, дали ей соплеменники. К сожалению, прибытие колонистов означало, что ее беззаботному детству приходит конец. В декабре 1607 года, когда Джеймстаун оказался на грани голода, Джон Смит отправляется вверх по реке Чикахомини, одному из притоков реки Джеймс, надеясь, что сможет по одной версии выменить, а по другой украсть у индейцев немного кукурузы. Там его настигает отряд под предводительством сводного брата вождя Вахунсенеки Апичан-Кану. Спутников Смита убивают, а его самого индейцы берут в плен и в течение нескольких недель таскают от деревни к деревне, тем самым показывая соплеменникам, что англичане вовсе не так неуязвимы, как кажутся. В конце концов, они оказываются в поселении под названием Веравакамока, что означает «дом короля» или «дом вождя». Там, вместе с отцом, жила Покахонтас. Как описывает ситуацию сам Смит, его привели к вождю Паухатану и, как ему показалось, собирались казнить, размозжив голову дубиной. Но в последний момент за него заступилась дочь вождя, обняв его голову и прижавшись к нему, чтобы спасти от смерти. По версии Смита, сделала она это потому, что без памяти влюбилась в него. Тем самым Покахонтас спасла Смита, а вместе с ним всю колонию. Так, по крайней мере, гласит легенда. Вот только правда ли это? 2 месяца спустя Джон Смит отправляет в Англию рапорт о происшествии, в котором он ни словом не упоминает Покахонтас и свое чудесное спасение. Он пишет только, что индейцы обращались с ним так хорошо, как могли, и явно демонстрировали желание вести переговоры и установить своего рода торговые отношения.
Сейчас большинство историков согласны в том, что знаменитой казни либо не было вовсе, либо это была тщательно подготовленная и исполненная инсценировка. Смит действительно попал в плен, но убивать его индейцы не собирались, а попытались сделать членом племени, как бы усыновить его вместе с ним и всех англичан Джеймстауна. Это был традиционный для индейцев способ заключения союзных договоров. Так или иначе, рассказ о своем чудесном спасении Смит держал при себе 1,5 десятка лет. В 1612 году он опубликовал 2 книги о своих приключениях в Америке. Однако история о том, как Покахонтас спасла ему жизнь, впервые будет изложена Смитом только в 1624 году в книге «Общая история Виргинии». К этому моменту в живых уже не было никого из участников событий, кто мог бы ему возразить. А сама Покахонтас успела стать большой знаменитостью в Лондоне, так что ее имя стало хорошей рекламой и, без сомнения, способствовало увеличению продаж книги Смита. В романтический же характер этой истории верится еще меньше. Смиту было 27, а Покахонтас едва ли 11. Они наверняка были знакомы друг с другом, но, скорее всего, любовная линия целиком и полностью является выдумкой Смита. Его и помимо этого ловили на преувеличениях в описаниях успеха, которым он пользовался у женщин. До боли похожий сценарий он включил в рассказы о своих приключениях в Турции, Крыму и Европе. Означает ли это, что вся история о Покахонтас – это миф? Не совсем. После своего похищения и триумфального возвращения от индейцев Смит становится президентом колонии. Он правит железной рукой, объявляя, кто не работает, тот не ест. Большая часть продовольствия форта вскоре оказывается уничтожена в пожаре, так что все надежды на выживание англичан теперь связаны с индейцами. Поэтому можно сказать, что, несмотря на то, что Покахонтас, скорее всего, не спасала жизнь Джона Смита во время казни, она, несомненно, сыграла большую роль в спасении самой колонии. Покахонтас часто сопровождала соплеменников, которые приносили в форт столь необходимую провизию, а также быстро овладела языком пришельцев. Тот же Джон Смит оставил записи о своих уроках с ней, простые фразы и предложения на языке алганкинов. То есть Покахонтас учила его языку индейцев, а Смит использовал это для укрепления собственных позиций среди англичан. Его успех во многом опирался на умение разговаривать с туземцами и хорошие отношения с верховным вождем и его дочерью. Сначала Смиту удается добиться перемирия с индейцами и договориться о поставках в форт зерен кукурузы. Однако со своей стороны он не может дать им то, чего они больше всего хотят от англичан. А индейцы хотят получить оружие. И не холодное, а огнестрельное. Они требуют мушкеты и пистолеты. Естественно, Хартией Виргинской компании подобный обмен был прямо запрещен. Поскольку Смит не может выполнить свою часть сделки и хитрит, к примеру, он предлагает индейцам 2 пушки, отлично зная, что те не смогут даже сдвинуть их с места. Хорошие отношения с индейцами, которые он так долго выстраивал, постепенно портятся, а вместе с ними под угрозу попадает и его положение в колонии. Смит не пользовался большой популярностью среди поселенцев из-за установленных им суровых порядков. В октябре 1609 года он оказывается ранен при случайном или не таком уж случайном взрыве пороха и вынужден на следующем корабле отправиться назад в Англию. Индейцам, и в их числе Покахонтас, говорят, что он умер, и их визиты в Джеймстаун с провизией постепенно прекращаются. Белые люди исчерпали кредит доверия. Смита, с которым они хоть о чем-то договаривались, больше нет. И индейцы перестают приносить еду как в дар, так и на обмен. К тому же год выдался засушливым, так что им просто особо нечем делиться. Англичане пытаются захватить еду силой, и тогда индейцы начинают нападать на англичан, когда те выходят за пределы форта. Теперь любые попытки колонистов добыть пропитание, охотой или рыбалкой,
становятся невозможными в принципе. В общем, после отъезда Смита жизнь в поселении только ухудшается. Летом 1609 года из Англии в Виргинию отправляется целый флот с новыми поселенцами и запасами еды, которых должно хватить на зиму. Но все идет не по плану. В Атлантике их застигает ураган. Корабли получают повреждения, содержимое их трюмов приходит в негодность. Большинство кораблей добираются до Джеймстауна с новыми колонистами на борту, но практически без припасов. Самый большой из кораблей терпит крушение на Бермудах и остается там на зиму, пока выжившие занимаются строительством 2 новых баркасов. А в Джеймстауне зимой начинается голодное время. Находясь фактически на осадном положении, люди сначала съедают всех животных, включая крыс и мышей, и постепенно переходят на сваренные кожаные ремни и башмаки. А когда все ресурсы оказываются исчерпаны, идут на крайние поступки. В 2012 году раскопки, произведенные сотрудниками Смитсоновского института на месте массового захоронения в Джеймстауне, извлекли на свет останки умерших, тела которых, судя по отметинам от ножа на костях, по всей видимости съели доведенные до отчаяния колонисты. К концу зимы из 215 поселенцев в живых оставалось всего 60. 23 мая 1610 года на 2 вновь построенных кораблях до Джеймстауна наконец добираются выжившие из Бермуд. Увидев, в каком состоянии находится форт, они немедленно принимают решение оставить его и всем вместе плыть обратно в Англию. Однако на полпути к выходу в Чесапикский залив неудачливых колонистов встречает очередная флотилия из Англии с новым губернатором на борту, лордом Делаваром. Кораблям приказывают развернуться и плыть обратно в Джеймстаун. Население колонии теперь составляет 375 человек, а продовольствия должно хватить на год. Но открытая вражда с индейцами по-прежнему угрожает выживанию англичан. Новый губернатор начинает мести по-новому и вместо того, чтобы попробовать помириться с индейцами, предлагает избавиться от них. Так что мелкие конфликты из-за еды перерастают в полномасштабную войну на уничтожение паухотанов. Делавар был ветераном ирландских кампаний, и он переносит проверенную тактику подавления и абсолютной жестокости по отношению к местному населению на новый свет. Англичане нападают на поселения индейцев, уничтожают их посевы. Делавар всячески продвигает идею о невозможности мирного сосуществования между 2 народами. Индейцы могут только уйти с собственных земель или погибнуть от рук англичан. Так продолжается следующие 3 года. А в 1613 году англичане похищают Покахонтас из близлежащей деревни. Это был хорошо продуманный и безукоризненно исполненный план по созданию рычага давления на индейцев с целью прекращения их атак и возобновлению торговли, а по сути безвозмездных поставок продовольствия англичанам. Давайте возьмем в заложники любимую дочку вождя. Покахонтас заманивают на английский корабль, покинуть который она уже не смогла. Ее доставляют в Джеймстаун, и она становится разменной монетой в деле выживания колонии. Англичане требуют за нее выкуп, объявление перемирия и возвращение украденного индейцами оружия и взятых в плен англичан. Переговоры затянутся больше, чем на год. За это время из 17-летней индейской девушки постараются сделать цивилизованную европейскую женщину. Мы можем только гадать, что происходило при этом с Покахонтас и чего ей стоило вынести этот плен. Правды мы никогда не узнаем, наша героиня не оставила дневников. Но вскоре Покахонтас встречает другого англичанина по имени Джон, и на этот раз между ними вспыхивает настоящая любовь. Или снова нет? Джон Рольф был одним из выживших в кораблекрушении на Бермудах, в результате которого погибли его жена и новорожденная дочь.
Ему 29 лет, и к этому времени он уже 3 года занимается земледелием в Джеймстауне. Спустя примерно год после похищения Покахонтас Рольф пишет довольно длинное письмо тогдашнему губернатору колонии Томасу Дейлу, в котором признается в своей любви к ней и просит разрешения жениться, объясняя, что так будет лучше для всей колонии, так как он поспособствует обращению Покахонтас в христианство и ее дальнейшему образованию. Англичанам было крайне важно, чтобы Покахонтас приняла крещение. Англиканской церкви на тот момент всего 70 лет. Генрих VIII не так давно разругался с Папой Римским. Испанцы уже больше века успешно обращают в католицизм миллионы индейцев в Центральной и Южной Америке. Северная Америка должна была стать протестантской. Обращение дочери могущественного вождя в христианство стало бы важным шагом на пути англичан к приводу индейцев всей Северной Америки в лоно англиканской церкви. Покахонтас временно селит в доме священника, и в итоге она принимает крещение и получает имя Ребекка. Покахонтас стала первой жительницей Нового Света, обращенной в протестанство. Но если Рольф кажется действительно влюблен, то Покахонтас, соглашаясь выйти за него замуж, возможно, руководствуется традиционными для ее соплеменников принципами брака как залога союза племен. Ее отец построил всю свою конфедерацию на таких союзах, так что эта концепция не была для нее чем-то новым. Скорее всего, Покахонтас пыталась таким образом помочь установить мир между англичанами и индейцами, а также укрепить собственное положение в странном, чужом ей обществе, где она поневоле оказалась. Возможно, ей даже был искренне симпатичен Джон Рольф. Брак с ним в любом случае давал ей больше свободы, чем статус пленницы. 5 апреля 1614 года Покахонтас становится женой Джона Рольфа. Это принесет колонии 8 лет перемирия с индейцами. Англичане перестают просить выкуп за Покахонтас и больше не требуют возвращения украденного оружия. А индейцы, по крайней мере на время, прекращают нападать на англичан, когда те покидают пределы форта. В январе 1615 года у Покахонтас и Джона Рольфа рождается мальчик, которому дают имя Томас. В своих письмах Рольф с восторгом описывает мирную семейную жизнь на ферме, где он экспериментирует с культурой, которая перевернет судьбу колонии и во многом определит будущее всей страны. Джон Рольф выращивает табак. Североамериканский табак Никотиана рустика был гораздо более грубым и не таким приятным для курения в обществе, как южноамериканские сорта, например, Никотиана табаку, которые активно экспортировали в Европу испанцы. Испанцы очень тщательно охраняли доступ к этому сорту табака. Нелегальная продажа его семян чужакам каралась смертью. Мы не знаем, каким образом у Рольфа оказались драгоценные семена. Возможно, он нашел их, пока зимовал на Бермудах, но он привозит южный табак с собой в Виргинию. Несмотря на все надежды отыскать золото или путь на запад, Джеймстаун до сих пор не оправдал финансовых ожиданий своих инвесторов. Однако табак Рольфа в корне меняет дело. Он так хорошо рос в Виргинии и продавался в Лондоне за такие большие деньги, что скоро почти все колонисты принялись сажать табак. Это создает потребность в рабочих руках и открывает ворота работорговли, а также становится причиной того, что индейцев начинают еще активнее прогонять с их земель. Позднее образ Покахонтас станут без стеснения использовать, чтобы продавать табак. А пока она сама становится живой рекламой далекой Америки. Весной 1616 года Покахонтас в сопровождении мужа и годовалого сына садится на корабль, следующий в Англию. Виргинская компания жаждет похвастаться этой семьей как примером удачного союза с туземцами, как доказательством того, что новое поселение жизнеспособно, что на него не нападут индейцы и что жить там совершенно безопасно. Покахонтас идеально подходила для этой цели.
Она развенчивала образ индейцев как идолопоклонников, жестоких дикарей и полную противоположность христианскому миру. И вот одна такая дикарка прибывает в Англию в наряде по последней европейской моде и свободно разговаривая по-английски. В Лондоне в тот момент все, связанное с Виргинией, пользовалось невероятной популярностью. Кораблекрушение на Бермудах, в котором Джон Рольф потерял свою первую жену и ребенка, вдохновило Шекспира на пьесу «Буря», что облекло далекую Виргинию дополнительным романтическим флером. Так что Покахонтас по прибытии в Лондон оказалась последним веянием моды, сенсацией. Ее принимают при дворе, она посещает королевский бал-маскарад. Правда, делает Покахонтас это одна, без мужа. Дело в том, что король Яков I, во-первых, с неодобрением относился к появлению в лондонских гостиных табака. Ему не нравился запах, он считал, что табак вреден для мозга и опасен для легких, и не стеснялся пользоваться своим королевским положением, вводя крайне высокие налоги на табак. Он даже написал целый трактат о вреде курения. То, что Рольф был табачным плантатором, сразу же роняло его в глазах короля. А самое главное, король считал брак Рольфа с Покахонтас мезальянсом для Покахонтас, ведь она дочь вождя, по английским меркам принцесса, а Рольф простолюдин. Поэтому его ко двору не приглашали. Более того, Рольфу даже в какой-то момент пришлось написать Якову письмо с оправданиями, в котором он заверял короля, что ни он, ни его потомки не станут претендовать на трон Виргинии на основании брака с Покахонтас. Виргинская компания заказывает портрет Покахонтас у голландца Симона ван де Пасса. Тот создает гравюру, которая является ее единственным прижизненным изображением. Покахонтас позирует в высокой шляпе с золотой лентой и платье с пышным накрахмаленным воротником. В руках у нее веер из страусиных перьев. Позднее с этой гравюры будет написан портрет, на котором черты ее лица и некоторые детали костюма будут заметно изменены. Тут она явно больше похожа на европейку, чем на коренную жительницу Америки. В Англии Покахонтас вновь встречается со старым знакомым. Однако встреча оказывается совсем не такой теплой, как, возможно, ожидал Джон Смит. Покахонтас в присутствии множества свидетелей фактически обвиняет его в том, что он предал индейцев. Этот ее выпад показывает, что она по-прежнему оставалась верна своему народу и действовала в первую очередь в его интересах. Конечно, мы сейчас смотрим на сложившуюся ситуацию через призму истории и знания о том, чего будет стоить индейцам прибытие белого человека к их берегам. Но в тот исторический момент Джеймстаун по-прежнему был крошечной колонией, постоянно находившейся на грани голода и отчаянно боровшейся за выживание. Тогда никто не мог предположить масштабов трагедии, которая развернется на землях индейцев в ближайшем будущем. Успешно выполнив свою миссию по продвижению и раскрутке новой колонии, в марте 1617 года семейство Рольфов отчаливает из Лондона и начинает держать путь обратно в Виргинию. Однако они не успевают даже выйти из устья Темзы. Несколько пассажиров, включая Покахонтас, оказываются слишком больны, чтобы продолжать путь. Мы не знаем точно, чем именно заболела Покахонтас. Существуют даже абсолютно немотивированные теории, что ее могли отравить. Подтверждений этому нет. Очевидно лишь, что это был какой-то довольно стремительный недуг, потому что за неделю до этого в Лондоне она чувствовала себя нормально. Рольфы высаживаются на берег в городке Грейвзенд. Это 35 километров от Лондона, в надежде получить медицинскую помощь для Покахонтас. Но все оказывается напрасно. В возрасте 22 лет Покахонтас умирает. И 21 марта 1617 года ее хоронят там же, в Грейвзенде. Джон Рольф оставляет двухлетнего сына в Англии на попечении брата и уплывает в Америку. Отец и сын больше никогда не увидятся. Но в 1635 году
По достижении совершеннолетия Томас Рольф прибудет в Америку, чтобы принять управление табачными плантациями своего покойного отца и прожить остаток жизни на земле, когда-то принадлежавшей конфедерации его деда, Паухатана. Сейчас около 100 тысяч человек во всем мире могут проследить свое родство с Покахонтас и Джоном Рольфом. Один из них, к примеру, голливудский актер Эдвард Нортон. Это был рассказ об индийской принцессе с трагической судьбой. Надеюсь, в следующий раз, когда вы услышите о Покахонтас, то вспомните не только романтизированный образ, но и ее настоящую, непростую историю. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо, что оставались со мной, и до следующих встреч!